Всем привет! Привезли лодочный мотор Yamaha 70, двухтактный, соленый и боевой. Владелец мотора сказал нам, что в цилиндры попадает вода. Из-за этого мотор иногда теряет мощность, глохнет и очень плохо запускается. Владелец объяснил, что для запуска нужно выкрутить свечи и плеснуть немного бензина в цилиндры. При осмотре мы сразу увидели коррозию на головке блока цилиндров и предположили, что головка могла прогнить, или от коррозии прогнил какой-то канал системы охлаждения. Поэтому и поступает вода в цилиндры, это по нашему первому впечатлению. Мы сразу при приеме двигателя настроили владельца на замену головки блока цилиндров. Решили проверить масло в редукторе, но вместо масла вытекает чистая вода. Владелец об этом не знал, потому что не проверял масло, но сказал: делаем все, что нужно. Мы решили попробовать сразу запустить мотор, но не получилось, даже не схватывает. Выкручиваем свечи, проверяем состояние свечей, проверяем искру и компрессию. Компрессия на всех цилиндрах одинаковая по 9 кг, что дает большую вероятность отсутствия прогнивших дыр, иначе не было бы компрессии. При помощи быстрого старта нам удалось запустить мотор, и вода из системы охлаждения прорывается наружу. Мы еще раз выкрутили свечи, но воду на свечах мы не обнаружили. Вода в цилиндр не попадает. Нету воды в цилиндре. Отлично. Значит, надо сейчас почистить карбюраторы. Сняли карбюраторы. Здесь осталась прилипшая прокладка под верхним карбюратором. И первое, что мы увидели при снятии карбюраторов, это прилипшие прокладки в таком положении. Так вот их установили. Верхняя прилипла правильно. Почистили карбюраторы и заменили отжатые уплотнители поплавковых камер. В общем, почистили мы карбюраторы, установили их, но мотор все равно работает плохо. Не можем его настроить. Кроме этого, бьется током корпус. Сейчас запустим, покажем, что происходит. И вот такое погодное явление происходит у мотора под маховиком. Мы не сразу на это обратили внимание, были слышны только щелчки, которые мы приняли за пробой какой-то высоковольтной катушки. Под маховиком молнии и искры, и вдобавок, дотрагиваясь до корпуса, начинает хорошенько бить током. Сообщили владельцу приятную новость о том, что вода в цилиндр не поступает. Та вода, которую он якобы видел на свечах,
Это брызги, которые попадали на свечи снаружи, но не внутри. Поинтересовавшись у владельца, а не ощущал ли он на себе удары электрического тока. Да, владелец поделился, что лучше не трогать мотор рукой, особенно стоя в мокрых тапочках, а то бьет током. И так было сразу после покупки мотора 2 или 3 года назад. Маховик задевал за катушки и за датчики. Это видно как на самих катушках и датчиках, так и внутри маховика остался след. Пластина опережения зажигания, на которой сидят катушка и датчики, имеет очень большой нехороший люфт. Катушки и датчики мы будем менять, а люфт устранять. К пластине мы привязали провод, дотронуться невозможно, бьет током. Когда мы тянем провод и катушка отодвигается подальше от маховика, то искры пропадают. А еще мы заметили, что когда пропадают искры под маховиком, пропадают искры и на свечах. Снимаем редуктор для замены сальников. Крыльчатка хоть и была рабочая, но потертая, лучше заменить. Пластина помпы кривая, потому что под пластиной соль и коррозия, и пластину выдавила. Крыльчатка работала по кривой пластине, и поэтому на ней такая потертость. Гайка грибного винта не оригинальная и заржавела. Нам пришлось откручивать ее гайковертом, а вместо шплинта ржавый гвоздь. Для разборки редуктора придется высверлить гайку обоймы грибного вала, потому что на соленом моторе коррозия не позволит ее выкрутить. Либо выкрутить ее можно вместе с резьбой. Лучше сохранить резьбу на корпусе редуктора и купить гайку, чем покупать корпус. Но корпус, скорее всего, все же придется менять. Отстукивая остатки гайки, от редуктора откололся кусок. Это еще не внутренняя часть редуктора, где находится масло, это выхлопная часть. По несвежему сколу видно, что трещина была здесь давно, и чтобы ее скрыть, замазали шпатлевкой. Ну и потревожив ее, откололся кусок, и хорошо видно старый скол и свежий скол. Нагреваем корпус редуктора и вынимаем обойму грибного вала. Даже с нагреванием редуктор разбирается с трудом. Пластина основания помпы очень хорошо закисла, и, к сожалению, ее не удалось спасти. Она развалилась от нагрузки при разборке. Поддевать ее двумя отвертками бесполезно, поэтому приходится выбивать при помощи вертикального вала. Этот метод всегда очень эффективен, но в нашем случае пластина сильно закисла, хотя корпус был хорошо нагрет. И видим трещину в стенке между маслом и каналом подачи охлаждающей воды.
Трещина не свежая, возможно, из-за нее вода и поступала в редуктор. Заварить мы эту трещину не сможем, она может уйти далеко вниз, будет пропускать воду в редуктор и, видимо, точно все-таки придется менять корпус редуктора. Мы немного проточили пластину опережения зажигания, удалили старую изношенную втулку и изготовили новую втулку по нашим размерам. Пока ждали запчасти для редуктора и редуктор был не готов, мы занимались зажиганием. Заменили катушки и датчики, но почему-то периодически у мотора стала пропадать искра на всех цилиндрах. Выход напряжения есть как с катушки под маховиком, так и с коммутатора, но все равно искры нет. Почистили все массы, но это не помогло. В итоге выяснили, что в коммутаторе почему-то пропадает масса. Решили припаять дополнительный провод массы между катушкой под маховиком и коммутатором. И наконец, свечи стабильно заискрили. Собираем редуктор и меняем все необходимые детали. Пластину основания помпы, сальники, один подшипник вертикального вала. Повезло, кстати, что от воды, кроме него, не пострадали другие подшипники. Собираем все в новый корпус. Меняем пиньон. После мойки при внимательном осмотре показался скол на одном зубе. Собрали редуктор, установили на мотор, запустили. Все нормально, уже нет никаких искр и молний, и мотор перестал биться током. И даже вода из системы охлаждения перестала вытекать наружу во время работы. Хотя с этим мы ничего не делали. Скорее всего, пока мотор был у нас на ремонте, прогнившие дырки закисли. Возможно, со временем вода и пробьет их, и снова начнет сочиться под колпак. Но владельца об этом мы предупредили. Во всяком случае, это никак не повлияет на работу мотора. Причина, с которой он к нам приехал, была не вода в цилиндрах. В идеале, конечно же, нужно вскрывать двигатель и все же менять головку блока цилиндров. Но клиент на это не готов. Поэтому мотор будет работать дальше в таком состоянии. Какое состояние каналов системы охлаждения, можно только догадываться. А вот сломанных болтов было бы немало. В этом мы точно уверены. Если вам понравилось наше кино, ставьте лайк и напишите, на какую тему нам снять следующие ролики. Всем пока!